За 10 лет жизни в Польше я вижу первые необратимые результаты ранее принятых решений. Звучит сложно, объясню. Я прожил в этой стране 10 лет и за это время принимал какие-то решения. Хорошие или плохие. Все это привело меня к опыту, который я получил и которым я сегодня с вами поделюсь, и к результатам, которые у меня есть. Поэтому досмотрите это видео до конца и получите для себя мою личную стратегию развития, принятия решений и мои кейсы, где я допустил ошибки. Начать хочу с истории, да, очень коротко, что случилось в моей жизни за 10 лет жизни в Польше. Я приехал в Польшу в 2014 году, начал здесь практически сразу путь предпринимательства. В 2015 году мы с партнером, которого вы тоже видели на этом канале, с Виталиком, открыли нашу первую компанию в Польше, Union Consulting СПЗО, которая работает и, кстати, до сих пор. То есть этой компании там 8 или 9 лет. И первое, чем мы начали заниматься, мы создали диджитал-агентство. Это бизнес, который мы продолжили строить здесь, в Польше. У нас в Украине уже были какие-то результаты, там, первые сайты, которые мы делали, и мы продолжили заниматься этим здесь, но только уже в формате онлайна. То есть мы начали строить диджитал-агентство, где наши сотрудники работали удаленно в разных странах мира. Работали на СНГ, делали сайты, запускали рекламу и также начали получать первых польских клиентов. До открытия компании я получил первую карту на основе изучения языковых курсов в Польше. И после первую карту по быту по бизнесу, да, бизнес ВНЖ я уже получил на основе нашей компании. Мы не выполнили тогда критерии, которые нужны для того, чтобы получить вид на жительство, да, то есть мы не заработали этих средних 12 зарплат в воеводстве, и поэтому пришлось писать бизнес-план, что мы сделали, вызвали на собеседование, тогда еще вызывали на собеседование, пообщались с инспектором, и так мне выдали первую карту. После этого мы поработали, там, по-моему, 1,5 года. Я подался еще раз, и я получил вторую карту по бизнесу, и потом третью карту, которая вот у меня там полгода назад закончилась. Да? Это вот мой путь самого ВНЖ. Дальше путь того, что мы здесь сделали, как я сказал, сначала диджитал-агентство, и, в принципе, мы этим плотно занимались, и в том числе работая на польский рынок, у нас были польские клиенты, европейские клиенты, но именно не наши, которые живут в Европе, а те немцы, которые на немецком говорят, поляки, которые на польском говорят. Мы работали вплоть до 2019 года. За это время было несколько таких плотных заходов в инфобизнес, мы сделали школу проект-менеджеров, мы продюсировали несколько проектов, были оффлайновые бизнесы, которые мы делали здесь, в Польше, с партнерами. Мы занимались e-commerce, продавали такие нагрудные сумки для мужчин. Занимались производством тюнинговых деталей для автомобилей, в основном олдкары. То есть были еще разные комбинации, конструкции, где мы себя пробовали. Мы даже продавали елки. Вот мне подсказывают, ребята, мы продавали елки. Причем это был успешный кейс, но был нюанс. Партнер, с которым мы это делали, потом нас кинул. Вообще тупо в наглую кинул. Вот. Поэтому я когда-то сел и посчитал, за это время мы протестировали больше 30 ниш, 30 разных бизнесов. Елки, инфобизнес, детали из пластика тюнинговые, мох, гидролизированный мох мы продавали. Много всего пробовали, да, это видео про инсайды, поэтому оставим, кому интересно, пишите в комментариях, да, я дам обратную связь, какую-то идею подсвечу. Скину вам бизнес-план, мы хотели кейтерингом заниматься, я нашел инвестора, который был готов нам заплатить 30 тысяч евро, просто инвестиции под идею, 0 у нас было, да, просто под идею, протестированный MVP на рынке. В общем-то, опыт какой-то есть, да, в этом. В 2019 году я понимаю, что из этого направления выгорел, и поэтому беру паузу. На тот момент уже был YouTube-канал, где мы просто делились с вами контентом на тему открытия нашей же компании в Польше, да, то есть это все было нативно. И я понимаю, что имеет смысл заниматься консалтинговыми услугами, взяв наш опыт по диджиталу, да, по анализу рынка, стратегии и перенеся его на наши компетенции по бизнесу в Польше, по знанию польского рынка и польского языка. Так мы придумали компанию Union Consulting Group, где мы, по сути, с 2020 года
как раз когда начался ковид, начали делать консалт и помогать выводить компании на польский рынок, когда это еще не было мейнстримом, до полномасштабного вторгнения. Развивали YouTube-канал, параллельно развивали агентство, и вот давайте возвращаемся в сегодняшний день, 2024 год, октябрь, и мы пришли вот к этой финальной точке. 9 лет я прожил в Кракове, и 1 год я вот сейчас прожил в Варшаве. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. На основе этого сегодня я дам вам эти 10 инсайдов за 10 лет жизни в Польше. 4 вещи, которые хочу сказать в начале. Я посмотрел около 10 видео на тему жизни в Польше. Мне было интересно, о чем говорят начинающие блогеры, которые 3-5 лет назад приехали в Польшу и ведут свои блоги. В основном повторяются 4 рекомендации. И мне кажется, они банальны, но вдруг кто не в курсе, вам нужно учить язык, вам нужно читать те документы, которые вы подписываете, вам желательно не верить на слово, неважно кому, поляк это, украинец или белорус, да, а как-то уметь выстраивать отношения, договариваться и лучше подписывать какие-то контракты. Они не дают вам гарантии, но мне кажется, это правильная привычка и культура. Вам лучше думать о своей стратегии жизни, легализации, заработка наперед. Вот это 4 рекомендации, банальные, возможно, для кого-то, которые повторяют все блогеры на YouTube, рассказывающие про бизнес в Польше. Эти 4 вещи важны. Но есть что-то, что я ощутил на своей шкуре. 10 инсайдов за 10 лет жизни в Польше. Сразу меняйте мышление с иммигранта на местного и стройте стратегию жизни так, как если бы вы оставались в этой стране на всю жизнь. А это означает, что стратегия получения гражданства в этой стране, кредитная история, польский язык и все ваши документы по профессиональной сфере, они все вам нужны. Важный момент переключения этого тумблера с иммигранта, либо с человека, который здесь временно, на осознание того, что даже если я здесь не временно, даже если я, возможно, перееду в Канаду, Америку, Португалию, либо я вернусь там в Украину, я уже сейчас принимаю решение, что я как будто остаюсь здесь на всю жизнь, и уже сейчас действую, задаю себе вопросы и принимаю такие решения, как если бы я оставался здесь навсегда. Я этого не сделал, и какой-то промежуток времени, наверное, там 2 года в Польше, это больше, 3-4 года, я чувствовал себя типа временно. Вот типа я здесь временно, как-то все со мной происходит, и я, возможно, куда-то вернусь, перееду, но я продолжал здесь жить, и мне было бы морально легче, если бы я это решение принял, да, даже если бы оно потом изменилось бы 10 раз. И в реальной жизни физически у меня было бы больше инструментов, кредитных историй, возможно, купленных квартир, полученных документов, сертификатов B1 на знание польского языка. Хочу прям вот еще раз акцентировать ваше внимание на документах, особенно профессиональных, и это касается инженеров, врачей, зубных врачей, да. Вначале вам кажется, что это слишком долгий путь, и я не знаю, буду ли я жить здесь, я, может быть, буду врачом там в Германии, в Нидерландах, в Канаде, в Америке. Ребят, распаковывайте эти процессы уже сейчас, потому что иногда бывает только в очередь записаться на то, чтобы экзамен сдать, вам нужно ждать 9 месяцев, да. Поэтому вот прям меняйте этот тумблер, меняйте свою внутреннюю позицию на то, что я буду жить здесь всегда и буду гражданином Польши. Не бойтесь брать за это ответственность. Приложите максимум усилий на то, чтобы больше зарабатывать, а не меньше тратить. Это значит, что побеждает тот, кто лучше всего может использовать свою суперсилу и лучше всего понимать себя. Ищите свою личную стратегию развития. И здесь я хочу рассказать анекдот. Знаете, почему нельзя заниматься сексом в общественном месте?
им нельзя заниматься в общественном месте, потому что слишком много советчиков, да, и поэтому стратегия большего заработка, стратегия зарабатывать больше, вместо того, чтобы там стараться меньше экономить, она, мне кажется, вот очень правильная. Какие инструменты и я для себя вот там за 10 лет жизни, какие я сделал выводы, вот как больше зарабатывать, да, как фокусироваться на этом и как больше понимать себя. У нас дальше будет про окружение, да, но в целом это окружение, то есть это люди, которые вас окружают, и их личные стратегии жизни, поведения, бизнеса. Все это будет создавать у вас насмотренность, да, и вы будете знать, что, ага, можно вот так вот, можно еще вот так, можно работать много, мало, с командой, самому, на Upwork, на Allegro, да, то есть у вас появляется множество вариантов, из которых вы сможете выбирать. И эта насмотренность, окружение дает эту насмотренность. Во всех книжках, да, очень часто говорится про финансовую грамотность, про то, что нужно вести доходы и расходы, свои личные компании. Это все создает ощущение, да, что нужно фокусироваться на экономии, да, нужно зажиматься и фокусироваться на экономии. И я в такую ловушку тоже когда-то попал. Когда вы зарабатываете больше, у вас больше открывается границ, у вас больше вариантов, у вас больше каких-то стратегий, концепций, чем когда вы экономите. Экономия, короче говоря, она будет вас всегда ограничивать, да. Еще раз, задавайте себе вопрос, как я могу зарабатывать больше, а не экономить меньше. Учите польский язык и получите, черт возьми, этот сертификат B1, да. Этот сертификат преследовал меня еще где-то после 6-го года жизни здесь. Я приехал сюда как предприниматель, то есть я в Польше не учился, да. И, возможно, для кого-то это сейчас смешно. У нас канал про бизнес в Польше, да, и половина из вас, если не больше, тоже не учились в Польше. Поэтому потратьте время, это не так сложно. Подготовьтесь к этому экзамену. Я перед экзаменом... У нас, кстати, есть видео на эту тему. Вот здесь всплывет сейчас подсказка. Обязательно посмотрите его. Это видео набрало там 20 тысяч просмотров. Очень полезное, где я делился своим опытом о сдаче этого экзамена. Этот экзамен и этот сертификат, он будет преследовать вас постоянно. На подачу на карту резидента, на гражданство, возможно, на работу, да, если у вас какая-то позиция, которая там требуется. Возможно, вы в будущем там в госорганы какие-то пойдете. Короче, вот тонкой нитью этот экзамен преследовал меня везде. Не экзамен, а официальное подтверждение, что вы знаете польский язык на уровне B1. Там есть другие конструкции, как это можно сделать. Короче, выучите, пожалуйста, польский и сдайте его на B1. 4. Риск всегда оправдан. Каждый раз, когда я куда-то влазил, каждый раз, когда я получал даже негативный опыт, и мы там продавали елки, и нас кинул партнер, мы запускали e-commerce, и у нас это все не окупалось, и мы находили инвестора, хотели запускать кейтеринг, но в последний момент там переобувались и принимали решение это не делать. Каждый раз я все это пробовал, да, и это меня к чему-то выводило, на что-то наталкивало, меняло мое мышление. Это не отменяет того, что нужно думать головой, да, это не означает, что нужно сейчас пойти и взять там я не знаю, там, если вы начинающий предприниматель, взять в Миллениуме кредит на 20 тысяч злотых и открыть себе каких-то там по франшизе 5 кофеин, закупиться товара в Китае на 20 тысяч и попробовать его продать. То есть нужно думать головой, но риск чаще всего оправдан, потому что он меняет ваше мышление и выводит вас на какую-то новую вектор, на новую траекторию. Все ваши решения вы принимаете, исходя из определенного состояния. Инвестируйте в свое состояние. Вот здесь важный момент — в способность монетизировать свое состояние. Вот я в видео про Варшаву, да, про жизнь в Варшаве, оно, кстати, тоже здесь сейчас будет, посмотрите его, тоже набрало много просмотров. Были люди, которые меня в Варшаве узнавали после этого видео, там, на 15 тысяч просмотров. Это странно, это дико, да, осознавать. В том видео многие писали: Стас, что это такое за новый термин состояние? Делайте правильное состояние, будьте в состоянии, будьте в потоке. Типа попахивает каким-то инфобизнесом, да. Вот такая фраза, да, учитесь монетизировать свое состояние, да. Хочу вам объяснить, что же это такое и что означает монетизировать свое состояние. Состояние — это ваше внутреннее ощущение того, что вы делаете в жизни что-то правильно, что вы доверяете себе, берете ответственность за принятие своих решений, и вы не находитесь в напряжении.
да, то есть вы находитесь в таком состоянии, да, вы находитесь в потоке, вы доверяете себе, не хочу сейчас говорить слово там типа вселенная или Бог или еще кто-то, да, потому что вы скажете, что я продаю вам какой-то там курс по личной эффективности, хотя и такой может появиться скоро. Это вот ваше внутреннее ощущение, что вы доверяете себе и готовы брать за это ответственность. Вот это вот состояние. Это легкость, это легкость в теле, да, это значит, что вы занимаетесь своим физическим телом, там, тренируетесь, занимаетесь каким-то спортом. Это легкость ума. Вы наполняетесь или наполнены, вы читаете что-то, изучаете, вы наполняете себя новыми знаниями. Ну и там духовное состояние ваше, правильное состояние, это означает, что у вас есть, скорее всего, как принято, да, какая-то вторая половинка, муж или жена, семья, родственники, друзья, окружение, которое вас духовно наполняет. Я понял, что очень важный навык — это учиться монетизировать это состояние, потому что, знаете, так будет не всегда. Если сегодня вы чувствуете себя хорошо, то, возможно, не факт, но возможно, через месяц вы можете чувствовать себя плохо, потому что все меняется, кто-то из родных болеет, вы там, с вами что-то случилось, бизнес рушится. То есть так будет не всегда. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это учиться в моменте монетизировать это состояние. Возникает вопрос: Стас, каким образом монетизировать это состояние? Газовать по полной. Чувствуете себя прекрасно, стройте стратегии, тестируйте новые бизнесы, создавайте эти бизнесы, заключайте новые партнерства, да, и возвращаемся к пункту предыдущему: риск всегда оправдан. Поэтому стремитесь к классному состоянию и монетизируйте это состояние. В твоей власти куда меньше вещей, чем ты полагаешь. И вероятнее всего, ты опираешься на ложные представления относительно того, что ты на самом деле контролируешь в своей жизни. Фокусируйтесь на том, на что вы реально можете повлиять. Недавно мне отказали в карте долготерминового резидента, и если вам интересно услышать эту историю, напишите в комментариях под видео «карта резидента», эту фразу, и я буду знать, что вам это интересно, я запишу такое видео. Когда это случилось, я понял, что я очень много переживал, когда жил в Польше, за вещи, на которые я, по сути, не мог повлиять. Я мог сделать все возможное от меня зависящее, подать все документы правильно, подготовиться там на ВНЖ, да, или на ПМЖ, правильно подготовиться к экзамену, но дальше это от меня не зависит. Какой инспектор будет по той стороне, либо если с бизнесом взять пример, да, потому что у нас канал про бизнес, я мог сделать все правильно и по науке, сделать каздевы, протестировать, сделать MVP, поискать и найти вроде бы product market fit, все эти умные слова, да, но рынок почему-то это не хавает, и эта идея не заходит. Поэтому основное и такое важное искусство — это научиться не отвлекаться и не переживать по поводу вещей, на которые вы не можете повлиять. И, с другой стороны, очень сильно переживать по поводу вещей, на которые вы можете повлиять. И мы опять приходим к простым вещам. Вы можете влиять на себя, на свое физическое тело, да, то, как вы одеваетесь, то, как вы себя чувствуете, то, как вы выглядите. Вы можете влиять на свой ум, интеллект, на свои навыки, софт-скиллы, хард-скиллы, да, это вот две вещи. И третье, вы можете влиять на свое духовное развитие, на вашу духовную составляющую. Вы можете влиять на ваше окружение, на вашу семью, на ваши отношения со второй половинкой, что будет в обратную сторону вас наполнять. Вот такой инсайт, когда я получил первый отказ в своей жизни вообще в документах в Польше. Да. Следите за новостями и политикой. Вне политики не получится. Возникает вопрос: Стас, а зачем мне следить за всеми этими новостями, да, типа, что мне это даст? Ну, вот такой прагматичный вопрос сейчас поставим. И ответ тоже будет прагматичным. Когда ты следишь за новостной повесткой, за политической повесткой, там, возьмем глобальной, там, за геополитикой, ты можешь находить во всем мире окна возможностей. То есть появляются какие-то окна возможностей, куда ты можешь реально попасть. Например, у меня есть знакомые, которые... Мы сейчас не обсуждаем, экологично это, правильно это или нет, но у меня есть знакомые, у которых есть как бы как вот статус УКР, да, у них есть такой статус УКР у моего знакомого в 4 странах Европы и в Англии.
Типа, правильно это или нет, там, с точки зрения морально-этичных принципов, это там второй вопрос. Напишите ваше мнение. Но факт в том, что он использовал это окно возможностей. Да? Есть люди, которые вовремя купили недвижимость в Польше. И это тоже было благодаря тому, что они следили за новостной повесткой. Они знали, что когда-то выйдет 2% кредит. Когда-то он закончится. Наверное, лучше быть первым, а не последним в этой очереди. Возможно, выйдет 0% кредит. И напишите, кстати, интересно вам это или нет. Еще одно слово в комментариях. Напишите 0% кредит в комментариях, и мы снимем для вас это видео с нашим экспертом, да, который про это расскажет. Это как минимум выгодно, да, следить за этим всем. А как максимум, это, наверное, ваша какая-то задача и ответственность, гражданская позиция, да, понимать, кто вы, там, левый или правый, за кого вы, за Украину или еще за кого-то. Поэтому вне политики уже не получится, и я для себя такой вывод за эти 10 лет понял. Если вам не нравится какой-то польский город, в котором вы живете, вы всегда можете его поменять. И более того, если вы поменяли город и вам в нем не понравилось, вы можете поменять его на третий город, либо вернуться в предыдущий. Я знаю, это звучит сейчас тупо, да, от человека, которому там 32 года почти, и прожил он 10 лет в Польше. Но в первых там несколько лет я очень сильно был как бы скован, зажат какими-то рамками, сознанием того, что вот Краков и только Краков. У меня не было как будто в картине реальности других вариантов. И, возможно, кто-то сейчас приехал в маленький город, и он тоже чувствует себя, как я 10 лет назад, зажато, сковано. И я не хочу, чтобы это происходило. Помните, что вы всегда можете поменять город, всегда есть новые возможности, всегда можно переехать в Варшаву, не зайдет, ничего страшного, вернетесь во Вроцлав, в Гданьск, Ополе, там, я не знаю, Пшемышль, где вы жили до этого. Не бойтесь, рискуйте, потому что, еще раз, помните, я вначале говорил, риск всегда оправдан. Он всегда будет выводить вас на какую-то новую интересную траекторию. Пункт номер 9. Никто не знает, куда пойдут цены на недвижимость, вверх или вниз. Купленная квартира во Вроцлаве или в любом другом городе ни к чему вас не обязывает. Ее всегда можно продать и выйти там из этой сделки. Из-за того, что я приехал в Польшу, там, когда мне было 20, по-моему, лет, мне было 20-21 мне было, у меня вот было такое ощущение, да, что если это недвижимость, то все, недвижимость, ипотека, все, я на ней женюсь на всю жизнь, и тут-то я и помру, да, в этой квартире. Но повзрослев, я понял, что я разобрался, во-первых, как это работает, и я понял, что, блин, так ничего страшного, можно войти в сделку. Это не биткоин и не крипта, она не рухнет там за 2 дня. То есть ничего страшного, иногда можно даже выйти там, в 0,5% минус со сделки, но получить опыт и поменять что-то на более лучшее. То есть вас это не надо, ну, это, я знаю, большой груз, но попробуйте абстрагироваться и снять этот груз недвижимости. И как мы говорим на нашем канале в рубрике, да, там с экспертом про недвижимость, это всегда можно продать, флипнуть, выйти из сделки, и в Польше есть возможность передать объект недвижимости с кредитом. То есть процессуально это решаемый вопрос, вы можете это сделать и выйти просто в кэш. Так как у нас канал про бизнес в Польше, да, хотел бы акцентировать на этом внимание, я провел больше 500 платных консультаций за это время. Это только платных. Мы посчитали, мы запустили около 600 компаний на польский рынок. Это и юрлица, да, то есть спулки, и ИП, которые мы помогали процессуально регистрировать. Для многих компаний мы делали анализ рынка. Я консультировал топовые бренды: Галя Балована, Солмар, бренд одежды. Короче, все, что в Варшаве видите, да, популярные бренды, я консультировал. И также я консультировал очень много предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. И собрал для вас таких, в 10 пункте я схитрил, в 10 пункте я собрал 5 пунктов, почему бизнес в Польше не получается. Вот за все те миллионы, там, сотни часов консультаций, разговоров и насмотренностей, вот эти 5 пунктов самый сок. Первое. Непонимание налоговой системы Польши и отсутствие навыков легально оптимизировать налоги в Польше. Это первая причина, почему закрывается бизнес в Польше у предпринимателей. Они просто
так и не разобрались, как это работает. Ну, мне это уже кажется легко, но я знаю, что на первый взгляд это нелегко. Поэтому люди не понимают налоговую систему, они не знают инструменты, как можно легально это оптимизировать, и получается, они либо оптимизируют налоги нелегально и потом имеют проблемы, либо их не оптимизируют, и поэтому у них не бьется P&L, у них бизнес Польши не выгоден. Это просто тупо невыгодно. Второе. Бюрократия и бумаги убивают польского предпринимателя. Люди сталкиваются с реальностью. Вот в Украине мой бухгалтер все за меня решал. Он был и налоговый консультант, и бухгалтер, и юрист, и таможенный брокер. А тут, получается, это все тупо отдельные люди. А тут, оказывается, никто ответственности ни за что не несет. И я сам должен в налогах разбираться. Какие-то бумажки, освідчення, зазволения, ухвалы, фактуры, проформы. И люди в этом тухнут и тоже сливаются. Здесь, конечно, помог наш продукт, который уже работает там сколько, 3 года, наверное, на рынке. Это бизнес-сопровождение, где нам просто за деньги, да, аутсорсят все эти проблемы и говорят, разбирайтесь вы. И мы прекрасно за ваши деньги решаем эти проблемы. Нормальная услуга, рыночные отношения. Но кому-то это не подходит, и в целом это действительно ошибка. Люди тонут в этой куче бумажек, с которыми они не могут разобраться. И тратят время на это, вместо того, чтобы тратить время на развитие бизнеса. Да, я же думаю, вы понимаете. Не считается бизнес-модель, точка окупаемости и точка безубыточности. Этот пункт касается, мне кажется, бизнеса и там в Украине, в Беларуси, и в Польше. У людей нет навыка посчитать вот эту вот бизнес-модель правильно в табличке, да, и очень часто я вижу ситуацию, ко мне приходят на консультацию, и у них бизнес не сходится уже в табличке, да, они его посчитать даже не могут. Они не могут посчитать средний чек, количество продаж, налоговую базу. И они уже его хотят открывать. Да? И я говорю, ребята, стоп. Давайте мы с вами сделаем так, чтобы у нас на бумаге это сходилось. Давайте мы сделаем так, чтобы мы увидели, когда мы окупим свои инвестиции. Давайте мы увидим в бумагах момент, когда в месяц мы выйдем в чистую прибыль в 1 злотый, от 1 злотого, да, и тогда мы реализуем все это в реальной жизни, да, в физическом мире. Простыми словами, вам нужно в табличке стать миллионером сначала, а потом реализовать это все в реальной жизни, а не наоборот, пытаться это все в реальной жизни скомбинировать, да, а в табличке оно не лепится уже со старта. 4. Неправильные, завышенные ожидания относительно бизнеса в Польше. Не знаю, возможно, за эти 5 лет мы для вас создали эти ожидания, но мы старались быть объективными, говорить правду, да, свои какие-то кейсы, делать все эти интервью, которые вы видели. Но по-прежнему у людей есть завышенные ожидания. Они, ну вот, здесь нет классного сервиса, я сделаю ресторан, и он точно будет лучше. Очередь в какой-то автомастерской там месяц, я открою свою, и она точно будет лучше обслуживать клиентов. И мы будем там, у нас не будет очередей, максимум там 2 дня. Но сталкиваясь с реальностью, с вашими завышенными ожиданиями, вы сталкиваетесь потом с реальностью польского бизнеса и ловите штангу, и понимаете, что, а это все работает не так. Поэтому меняйте ожидания, формируйте их правильными, и лучший способ это сделать — это либо менять ваше окружение на предпринимательское, возможно, купить там у нас консультацию, возможно, посмотреть еще разные ютубы, почитать разные статьи, для того, чтобы ваши ожидания соответствовали действительности и реальному миру. И последний пункт. Так и не смогли выйти на польский рынок и на польского клиента. Да, я знаю, что особенно після повномасштабного вторгнення у нас огромная диаспора и есть внутренний рынок людей, спрос, который можно обслуживать. Я знаю стоматологии, которые обслуживают только наших там украинцев, белорусов, и у них тупо очереди. Я знаю клиники полноценные, которые работают просто только на наших. Ну, я имею в виду, это прям урологи, там женские, мужские врачи. То есть прям, ну, полноценные клиники, да, там 20 врачей, и они работают на нашу диаспору. Но в большинстве кейсов, да, и все-таки даже в их случае, я считаю, что это рискованная история, и вот бизнесы в Польше реально закрываются, потому что так и не смогли выйти на массовый рынок на поляков. Исключаем еще раз инфобизнес, крипта, проекты, которые работают на весь мир. Если мы говорим за локальную историю,
то, ребята, фокусируемся на внутренний рынок. Наши — это только приятный бонус, вишенка на торте, который может бустить продажи, какой-то пиар запускать, акции в соцсетях, 1+1, там акции и все остальное. Но если вы разгадаете этот ключ к успеху и найдете именно подход к полякам, то, поверьте, стабильность, да, не сравнится с нашими. Стабильность и устойчивость вашего бизнеса, она прям будет, ну, намного круче, да, если вы выйдете все-таки на эту, хотел сказать, диаспору, да, если вы как диаспора, наоборот, выйдете на поляков и научитесь с ними работать. На этом все. Такие были 10 инсайдов и выводов за 10 лет жизни в Польше. Если вам понравился выпуск, поддержите меня, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. И внизу под видео напишите ваши инсайды, да, вот вы какое-то время прожили здесь. Давайте это обсудим. Какие у вас есть выводы, на что вы бы обратили внимание, устроим дискуссию на этот счет. Вы знаете, что я читаю все комментарии, я лично отвечаю до сих пор, каждый раз, каждый день на все ваши комментарии, поэтому для меня это действительно важно. И по традиции вы найдете все ценные материалы, ссылки под видео, ссылки на наши услуги, наших партнеров и на обучение. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.